От пациента. Атеросклероз, ранее 2 перенесенных инсульта на ногах. Узнали по результатам МРТ, ГМ, причина не найдена. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 62 лет. Дата исследования 5 ноября 2024 года. Область исследования – КТ-ангиография артерий головного мозга. При компьютерно-томографической ангиографии головы дефектов контрастирования сосудистого русла не выявлено. Стенки церебральных артерий уплотнены, визуализируются немногочисленные гемодинамически незначимые кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Экстракраниальный отдел внутренних сонных артерий диаметром справа и слева до 5,1 мм. В интракраниальных сегментах диаметра артерий до 3,9 мм. Передние мозговые артерии сформированы типично, диаметром до 1,4 мм с обеих сторон. Передняя соединительная артерия прослеживается на всем протяжении. Средние мозговые артерии диаметром по 2,3 мм отходят типично от внутренних сонных артерий с каждой стороны и образуют нормальные инсулярные петли. Правая и левая задние соединительные артерии также прослеживаются, мелкого калибра. Задние мозговые артерии отходят типично от основной артерии диаметром по 1,4 мм. Интракраниальные сегменты позвоночных артерий V4 симметричны, D равно S диаметром по 2,0 мм. Основная артерия диаметром 2,9 мм за счет слияния позвоночных артерий. Дефектов контрастирования венозных синусов головного мозга не определяется. Заключение: КТ-картина атеросклероза артерий головного мозга без формирования гемодинамически значимых стенозов. Рекомендована консультация невролога. 13 ноября 2024 года, М.Н., доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Признаки атеросклероза артерий головного мозга есть, но значимых стенозов нет. Артерии сформированы правильно, их диаметры в пределах нормы. Каких-то мальформаций, аневризм нет. Вам нужно проконсультироваться у невролога.